Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамео. Как исправить ногти, которые сильно растут вверх? Об этом в данном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Они очень сильно растут вверх. У меня на канале уже есть видео о том, как исправлять подобные ногти. Мастера, как правило, делятся на два лагеря. Одни говорят, что допустима коррекция, другие говорят, нет, нужно все полностью убрать и нарастить ногти заново. Поэтому для того, чтобы порадовать и тех, и других, мы сделаем два варианта. Одну руку я выполню полностью перенаращивание, а на второй сделаем коррекцию. По итогу посмотрим, какой лагерь прав, как смотрится красивее. Ну, конечно, напишите свое мнение об этом в комментариях, что думаете вы. На правой руке у нас будет наращивание, а на левой коррекция. Слева снимаю покрытие гель-лак до тонкой подложки. Важно, чтобы не оставалось толстого слоя на свободном крае. Снимаем практически под ноль. На правой руке убираю полностью длину, так как будем подставлять формы, она нам не нужна. Положение форвард на максимальных оборотах. Работаю задней частью насадки. После снятия видим очень объемный слой. Это говорит о том, что предыдущий мастер недостаточно снимал базовое покрытие. С каждым разом, накладывая все больший объем, ногти становились такими массивными, толстыми, как плюшки. Конечно, лучше таким образом не накладывать материал, а делать более тонкое покрытие, тогда оно будет смотреться эстетически красивым. Снимаю гель-лак до тонкой-тонкой подложки. Оставшуюся базу убираю пилкой. Полностью убираю длину свободного края. Если ее оставить, то форма автоматически будет подниматься вверх. Выполню маникюр, зачищу к периге алмазной насадкой пламя с красной насечкой. Начинаю работать и вижу, что насадка забивается кожей, потому что помимо трамплинообразных ногтей у моей модели еще очень влажные руки. Для того, чтобы подсушить кожу, использую тальк. Распределяю тальк в боковые пазухи под кутикулу, остатки смахиваю щеткой. На реверсе прочищаю правую сторону и пазуху, выполняю срез ножницами. На маникюре долго останавливаться не будем, так как суть ролика не про это. На левой руке придаю форму миндаль. Считаю, что эта форма смотрится наиболее красиво на вверх растущих ногтях. Напишите в комментариях, как вы считаете, какая форма подходит этим ногтям больше. Больше всего вверх растет мизинец, сделаем опил на нем. На среднем не хватает длины. Значит, ноготь получился бы совсем коротким. И на большом я оставила так, мы можем вытянуть материалу длину по воздуху. Обезжириваю ногтевую пластину и наношу адгезивный препарат. Обязательно дегидратор, потому что ногти и кожа у моей модели влажные. Праймер наношу только на натуральную ногтевую пластину. Втирающими движениями базовый слой. Отправляю на просушку в лампу. Продолжаю все те же манипуляции на второй руке. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамео. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Для того, чтобы визуально ногти не выглядели такими трамплинообразными, нам нужно положить большое количество материала в зону кутикулы. Но мы не можем взять базу, потому что она будет печь в лампе при просушке. Для этого будем использовать акригель. Ставлю шарик акригеля в центральную часть ногтевой пластины, окунаю кисть в специальную жидкость для разравнивания акригеля, распределяю вправо-влево и хорошо прижимаю в зоне кутикулы. Основной объем своего шарика акригеля оставляю здесь, на новой наивысшей точке. Предыдущая ошибка была в том, что мастер просто клал материал на ногтевую пластину, не создавая правильную архитектуру.
Когда вы даже переворачиваете ноготь, при выравнивании базой очень важно смотреть, куда стекает весь объем материала. На среднем вытягиваю в центральной части кончик ногтя, приподнимаю, чтобы он не опускался. И всегда обязательно при виде сбоку осматриваю архитектуру. Мы видим наивысшую точку, а от нее плавный спуск к свободному краю. Теперь архитектура выглядит правильно. Акригелем мы даже можем сформировать новые нижние параллели, которые приподняты. Отправляю на просушку в лампу на 1 минуту. На правой руке будем выполнять моделирование при помощи стандартных форм. Часто на ногтях-трамплинах мы можем увидеть сильную поперечную арку, изгиб. Нам нужно это учитывать при постановке шаблона и правильно его вырезать. Форму поставим с небольшим спуском вниз, для того, чтобы он не получился вверх растущим. Сильнее этого опустить вниз не можем, потому что на месте стыка натурального ногтя и нового свободного края будет недостаточный объем материала, и в этом месте ногти сломаются. Ставлю шарик акригеля ближе к свободному краю, на место перехода, делаю подложку. Если ногти были бы более короткой длины, я могла работать в 1 шарик, но сегодня будем работать в 2 этапа. Мизинец у нас больше всех смотрит вверх, форму ставлю немного вниз, сильно напоминаю, ставить вниз нельзя, потому что ногти могут сломаться. Мизинец делаю в 1 шарик, он более короткий, поэтому не боюсь, что материал не просохнет. Сняла формы, а теперь выстраиваем архитектуру. Сразу на 3 ногтя ставлю акригель и распределяем. Выглаживаю поверхность, отправляем на просушку, на окончательную полимеризацию на 2 минуты. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу. При виде сверху опиливаю форму миндаль. Кладу руку на бок, опиливаю нижние параллели. Сначала прямая линия, а затем плавный подъем вверх. На этом этапе важно не снести эту нижнюю параллель. Прохожусь пилкой по поверхности, сглаживая ее. Осматриваю толщину в торец, чтобы ногти не были совсем тонкими, потому что тонкий слой акригеля может сколоться. Так выглядят наши ногти после опила. Здесь мы моделировали, посмотрим вид сбоку. А здесь укрепляли натуральные ногти. Сделаем цветное покрытие и дизайн. Отдельно на палитре замешала зеленый оттенок, поэтому наношу его плоской кистью. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Просушили 1 слой, наношу 2. Дизайн выполнен в стиле абстракция, в последнее время он особо актуален. Делаю мазки широкой кистью и поправляю тонкой. Остальные ногти покрываем красным цветом. Тонкой кистью на безымянном рисую кружок, который зашел за зеленую каплю. Добавим золотой потали, для того, чтобы она приклеилась, тонко промазываю ногтевую пластину базой. Можно, кстати, использовать праймер для этих же целей. На просушенный слой базы приклеиваю поталь небольшими кусочками. Дополнительно зафиксируем в лампе. Дизайн перекрыла тонким слоем базы, потому что буду делать стемпинг. Вдруг что-то не понравится, придется его стирать, а так бы золотая поталь отклеилась. И поставим небольшую веточку из стемпинга. Изначально протираю пластину обезжиривателем, наношу лак, убираю излишки скрапером, перекатываю штамп. Немного краска подсохла, и некоторые участки на веточке получились с дырочками. Мне даже больше нравится такой эффект, что веточка будет не полностью заполнена.
Посмотрим на наш результат, по-моему, он очевиден. Конечно, те ногти, которые были наращены заново, выглядят более ровными, более изящными, но и те ногти, которые натуральные, вполне себе ничего. Пишите в комментариях, что об этом думаете вы, стали бы так заморачиваться, перенаращивать ногти, или бы оставили натуральные. Ставьте пальчик вверх, если видео было полезным. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!